Приветствуем, приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня я хочу поделиться нашим опытом, как мы без особых физических затрат убираем пни в саду или в огороде, или же на месте, где вот дерево уже старое. Это у нас вот в данном случае соседское большое дерево. Здесь была шелковица огромная. Если копать вот этот пень, да, то получается, что и рядышком забора этот забор нужно будет ломать. Поэтому сюда мы поселили грибочки. Они сами, в принципе, поселились. Вот, и каждый год собираем уже вот третий год грибы. И вот он уже, видите, какой он все больше сгинается, то есть все больше и больше его съедают. Вот опята. И через время, через год-два, и полностью этот пень просто-напросто упадет. И не надо будет каких-то трудов физических для того, чтобы выкорчевывать вот этот пень. Но у нас есть еще один способ, и мы сейчас вам покажем, как мы убираем пни других растений. Так, у нас вот здесь есть виноград. Рядышком уже я перевожу на актинидию. Актинидия уже польская здесь, особый сорт, принялась. Здесь рядышком у меня растут розы очень красивые, новые какие-то цветочки. Все здесь у меня красивое. И раскапывать тоже нет смысла, потому что я испорчу растения. Поэтому вот этот виноград старый уже... Ну, не хочется мне, у меня есть в другом месте этот же сорт, поэтому мы его сейчас будем убирать. И очень легко и просто, и это будет занимать буквально минут 10. Итак, сначала мы его спилим. Видите, здесь у нас капельное орошение, поэтому нужно очень аккуратно и эту трубку не испортить. Чуть-чуть выше трубки спилим. Вот. И делаем это вот сейчас в феврале месяце, потому что она еще, все эти растения, виноград и другие садовые, они спят, полусон, и в это время можно вот эту операцию менее болезненно для растения провести. Итак, у нас здесь спилили, сейчас вот эту часть тоже давай спилим, чтобы оно не мешало, потому что для операции нужно будет место. Вот его спилили, вот эту лозу. Смотрите, внутри болезненный, поэтому он начал болеть, чахнуть, бесполезно. Но корни большие, обычно, если копаешь, вот это нужно будет все раскопать. Но в данном случае поднимаю вот эту трубочку. Вот. И что мне надо? Мне надо, смотрите, бутылку дно срезаю. Ну, это у меня, я просто имею такие стаканчики торфяные. Для того, чтобы потом, вы увидите, для чего мне это делаю. Вот так я сделала. Дно у нас срезано. Ну а теперь мне нужно мягенько так, чтобы сюда вот так вот бутылку одеть. И вот что я буду делать. Очень дешево и мало времени. Буквально-то минут 10 займет. Для того, чтобы справиться очень аккуратно. Смотрите. Здесь у нас получается очень хорошо. Подсыпаю вот бутылочку. Очень хорошо подсыпаю, чтобы все было только чисто под корень. Ну а теперь к нам идет на помощь мочевина. Или селитра. В данном случае я купила мочевину. И сейчас буду засыпать. Значит, смотрите, я покупаю мочевину в магазине у нас. Она стоит 20 гривен. Доллар в данном случае у нас стоит 25 гривен. Это получается, что у нас где-то около... Мне надо 200 граммов. Это получится... Вот сюда засыпаю. Получится у меня в данном случае где-то на 20 центов. Я сюда добавляю мочевины.
Или селитра, она одинаковая цена, просто здесь азота больше и процесс идет намного быстрее. Это 200 граммов. Вот так засыпаю. Смотрите, там закрыто, снизу не выходит у нас мочевина никуда. И вот таким образом засыпаю. Ну вот, 200 грамм. Я уже ложки посчитала. Ага, вот есть. Все. 200 грамм готово. Здесь немножечко под бутылкой. Я это сейчас вот так вот. И теперь что нужно сделать дальше? Нельзя оставлять открытым, иначе все это уйдет. Так. И снимаю сейчас вот эту. Вот так высыпать надо все. Вот так бутылку. Там видно хорошо, что белый, но я оставила специально вот эту бумажечку. Для чего? Для того, чтобы не сильно солнце туда попадало. И обязательное условие, нужно закрыть. Вот. И получается, что у меня даже здесь вот сверху уже, видите, мочевина, гранулы мочевины есть. Здесь начинается работа. Вот, и это я, кстати, делаю сегодня, день Тельца, растущая луна, ну, это дни корня. И очень быстро вот этот процесс, буквально за сезон здесь ничего не останется, вот бутылка будет находиться весь сезон. И к осени здесь просто пенечек останется, мы уже это делали не один раз. Вот, и смотрите, у нас не пострадала линия капельного орошения, она остается на месте. Здесь все цветы весенние, рядышком осенние, все это остается. Ну, рядышком уже будет у нас расти розы, будут расти еще, я собираюсь сюда посадить позже еще киви или актинидии. Ну, в общем, перевожу сейчас старый виноград на растения ягодные, совсем другие. Вот это таким способом мы сейчас, используя вот такие очень простые бутылки, 200 граммов мочевины на такой кусок. Если большое дерево, тогда полкилограмма, тогда больше бутылка, 6-литровая, дно убирается, закрываем и оставляем именно за течение сезона без физических затрат, без каких-либо трудов можно вот это все решить. Мы, Раиса Греченко и Александр Волик, показали, поделились своим опытом, как мы аккуратно все свои старые деревья, больные деревья или какие-то ягодники, виноград легко убираем. Желаем вам удачи, всего доброго и будьте все здоровы!